Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем вас сведет судьба? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и напишите в комментариях, кем вы работаете, какая у вас профессия, где вы, кем работаете. Очень интересно с вами поближе познакомиться. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ой, какой вы романтик и мечтатель. А знаете, вы настолько вот в душе, вот реально, такой взрослый мальчик. Говорю без обид абсолютно, но вы такой ранимый, вы мечтатель, вы романтик. Причем вот вы любите, знаете, вот романтику в прямом смысле слова. Вы и любите, и умеете делать красивые поступки в отношении женщин. Но опять же, вы это будете делать только в отношении любимой женщины, по-настоящему любимой. Вы умеете организовать, там, я не знаю, и ужин при свечах. Вы умеете создать какую-то такую романтическую атмосферу, да, вот когда там, я не знаю, ну, к примеру, лепестками роз будет постель вся усыпана, да, вот в таких вот моментах вы мастер, конечно, на все 100%. Вы человек, который вот даже в самой сложной ситуации вы, как правило, не опускаете руки. Это очень здорово. Вы такой позитивный позитивчик. Хотя иногда и у вас, конечно же, бывают моменты отчаяния, бывают кошки скребут на душе. Конечно, все живые люди, да, все имеют эмоции. Вы такой человек, который всегда стараетесь во всех делах, даже проблемах искать какие-то плюсы. И всегда с надеждой смотрите в будущее. Не оглядываясь в прошлое, переворачиваете эту страницу прошлого, вот как пройденный этап. Это касается абсолютно всего. Вот даже если вы разошлись, да, с женщиной, а сейчас я вот не вижу рядом женщины возле вас, вы поставили точку. Как бы вы ни любили женщину, как бы там ни было, вот если вы решили прервать отношения, да, по какой-то причине, да, у кого-то измена, у кого-то там вранье, еще какие-то проблемы, вы поставили жирную точку в отношениях и пошли дальше, навстречу судьбе, навстречу там в будущее, так скажем, да. Поэтому, ну, такие суперские у вас черты, именно вот позитивных, очень много у вас качеств. Хотя я вам скажу, знаете, что вы еще немножечко лентяй в душе. Ну, не в душе, а вообще. Хотя, смотрите, нет, в душе тоже может быть, в принципе. Почему? Правильно я сказала. Это может проигрываться, что вы некоторые, опять же, очень мечтаете о каком-то расслабоне, когда хочется, знаете, вот реально поваляться на диване, поваляться вот как у нас, да, вот на карте в ванной, расслабиться лишний раз. Но не всегда получается, потому что большая загруженность, много работы, хлопоты и туда, и сюда. Поэтому у одних это проигрывается на уровне каких-то хотелок, мечтаний, да, вот хочется отдыха, хочется полениться, хочется поваляться на диване, да, чтобы никто не трогал, отключить все гаджеты и пошли все нафиг. У других же может проигрываться, что вы, ну так, с линцой, действительно. Напишите комментарий, к какому варианту вы относитесь. Вот вы мечтаете об отдыхе или вы все-таки немножко с линцой, да, вот не хочется особо суетиться, не хочется напрягаться. Плюс я вам скажу, вот после вашего расставания, вот у кого проигрывается расставание с женщиной, вы стали больше любить себя. Вы стали любить себя, ну, не до такой степени, что уже там корона выше крыши, нет. Но вы стали больше уделять внимание себе любимому. Вы стали заниматься, может быть, кто-то спортом стал заниматься, да, если раньше вы себе этого не позволяли, будучи в отношениях, либо в семье. Кто-то начал реально выбираться там каждые выходные на рыбалку, на охоту, к примеру. Кто-то может полежать, понежиться лишний часок в выходной в постели, просто поваляться, никуда не спешить, да. То есть вот таких вот моментах вы стали
Вот больше себя любить, вы стали прислушиваться к своим ощущениям, что вам хочется, да, вот вы не суетитесь, как раньше. Вот раньше у вас какая-то жизнь была такая, ну, постоянная движуха, еще больше, чем сейчас, вот в данный момент, когда вот вы один остались. Сейчас вот, после разрыва, я имею в виду, у вас скорее такая, знаете, более степенная жизнь, и то вам отдыха не хватает. Вот не хватает, все равно какая-то такая суета. Пусть она не такая напряжная, но есть суета, есть свои у каждого проблемы, да, вот не хватает, хронически не хватает расслабления, отдыха. А еще если бы кто-то и массажик сделал, да, вот спинку помял, вообще было бы круто. Напишите в комментариях, есть такое желание или нет, чтобы спинку вам помяли. Да и не только спинку. Так, смотрим, что же еще о вас поведают карты. Ужасно не любите лицемеров, не любите людей, которые и вашим, и нашим. Не любите людей, которые постоянно в отношениях ищут выгоды. Причем вы их очень так замечаете, очень чувствуете. Это касается вообще всех людей окружения, не только в отношениях, это и на работе, где угодно. Вот лицемеров вы 100% чувствуете, вот вы вычисляете их очень легко. Далее, в вашей жизни, вот в который раз у нас, смотрите, выпадает карта, которая говорит нам о том, что тем или иным образом в вашей жизни присутствует мистика, либо же магия. Поэтому я обращаю особое внимание ваше на этот момент. Могут проигрываться мистические какие-то дела в вашей жизни, да, вот, но опять же, вот напишите ситуации, были у вас такие в жизни или нет. Что-то происходило как будто вот сверхъестественное, да, вот мистическое. Это один момент. Далее. Здесь может проигрываться то, что у вас есть магические, вот эзотерические способности, которые вы и хотели бы развить, но то ли страшновато, то ли не знаете, как это делать, да, вот есть такой небольшой ступор в этом направлении. Еще как раз по этому моменту у вас может быть тяга к тем же раскладам Таро, да. Это непростое любопытство. Вы тем или иным образом вы пытаетесь считывать карты, да, вот то, что таролог вам рассказывает, хотя, опять же, у каждого своя подача. Карты Таро ведь можно читать по-разному, да. Кто-то читает карту за картой, кто-то когда вместе карты лежат, кто-то считывает общую картину. Поэтому учиться в таком вот ключе, кто хочет, ну это довольно сложно. Вот просто по рассказам тарологов вы не научитесь, потому что это очень индивидуальное трактование. А я вообще, если вы заметили, я совершенно по-другому трактую карты, ну, я имею в виду вот манера трактования, да, я по-простому, так, без вот этих всех арканов, без называния мастей, ну, так, по-простому, по-человечески, я вам просто рассказываю, чтобы все было понятно и интересно. Далее, смотрите... Вот личная жизнь, как я сказала, вот как-то вас сейчас пока не колышет. Вот не колышет от слова совсем. Но опять же, понятно, что это общий расклад. Вы можете мне написать, что да нет, у меня есть там роман, да. Но вот опять же, у кого есть роман, вот я отдельно на вас остановлюсь, это роман несерьезный. Ну, если так, по-честному, да. Если у кого-то есть какие-то отношения, это абсолютно легкие. Это временные отношения однозначно. Здесь я не вижу какой-то, ну, перспективы, так назовем. Это чисто такое, ну, развлечение. По-другому я не могу назвать вот эти вот ваши отношения, если у кого-то они есть. Поэтому я так и сказала, что сердечко ваше на данный момент свободно. Давайте будем теперь разбираться, что же будет дальше. С кем же вас сведет судьба? Может быть, не сведет, может, вы захотите и дальше холостяковать. Ой, ребятушки, сведет вас судьба, сведет еще и как. Причем, знаете, это будет женщина, с которой вы будете вот в чем-то похожи. Даже, может быть, начиная от внешнего какого-то сходства. Ну, допустим, там цвет глаз одинаковый, цвет волос, да, могут быть схожие черты характера.
может быть мировоззрение одинаковое. То есть вы будете с ней на одной волне. Вот как говорят, что настоящие отношения — это когда люди смотрят не друг на друга, а в одном направлении, когда цель у людей одинаковая. Вот с этой женщиной, помимо какой-то вот внешней, либо же внутренней, да, вот характерной такой сходством таким, у вас одинаковая цель будет. Это будет чуть попозже. Я не говорю, что это будет в ближайшее время. Вы еще не нагулялись, так скажем. Вы еще не нароманились, кто романы крутит. Это будет немножко попозже, но опять же не пишите мне, когда это будет. Точную дату я вам не скажу. У всех это будет по-разному. Но эта женщина появится в вашей жизни, когда вы будете уже готовы к новым таким серьезным отношениям, когда вам надоедят вот эти вот все романчики, когда вы почувствуете, что да, одному классно, одному можно кайфовать, что хочу, то и делаю, куда хочу, туда лечу, но с другой стороны как-то становится уже некомфортно. Вы почувствуете, что уже что-то не то, уже хочется какую-то вот какую-никакую, да, но половинку рядом. Хотя эта половинка в вашем восприятии должна быть, ну, самая такая настоящая, искренняя ваша половинка. Вы знаете, вот вы всегда по жизни вот слишком как-то то ли наивно подходите к выбору женщины. Из-за этого у вас были с ними проблемы. Не смогли сразу разглядеть вот настоящее лицо женщины, да, вот это ваш бич такой по жизни. Поэтому в этот раз, вот когда вы возьмете, либо же взяли такую вот временную паузу, назовем это так, в личных отношениях, теперь, когда вы познакомитесь с этой женщиной, вот, которую вам пошлет судьба, вы будете уже подходить совершенно по-другому. Для вас будет очень важно не только какая она внешне, там, фигура, да, хотя это тоже для вас, конечно же, немаловажно. Но вы будете обращать очень большое внимание, какая она как человек. Довольно часто, я думаю, вы даже используете вот в быту, вот в каких-то житейских разговорах с окружающими фразу, ну, касательно женщин. Главное, чтобы она была хорошим человеком. Вот это, наверное, для вас самый такой большой критерий, самый первый критерий. Хотя, да, как я сказала, внешность, фигура для вас тоже немаловажна, но, в принципе, любому мужчине хочется гордиться своей женщиной, да, красотку иметь рядом. Но, опять же, это у вас на втором плане. У вас главное, чтобы она именно была такой душевный человек, чтобы она была вот во всех отношениях вот настоящей женщина, и хозяйка, и заботливая, и внимательная, и ласковая. А внешность это уже где-то там в хвосте плетется. Поэтому, знаете, вот эта женщина, как будто вы ее намечтали. Вот так скажу, может быть, тавтологию немножко, но тем не менее, вот каждый из вас мечтает о какой-то женщине, да, вот хочется кто-то блондинку, кто-то брюнетку, там еще такую-сякую. Вот вы себе просто намечтаете такую женщину, вот какую вы хотите, вот в большинстве своих вот критериев, какую вы хотели бы. Вселенная вам как раз и пошлет такую вот вашу даму под запрос ваш. Я всегда говорю в таких случаях, что настрой на позитив, то, что мы думаем, то, что мы хотим, то, что мы проговариваем, ну, как правило, рано или поздно нам дается. Главное искренне в это верить и без доли сомнения. Если будет малейшее сомнение, то ничего не получится. Поэтому это ваша будет такая вторая половинка, которую вы намечтали, да, повторюсь еще раз. Но половинка, с которой иногда будут у вас, ну, знаете, вот искры летать. Я не могу сказать, что она будет слепо вам в рот заглядывать. Нет. Она такая с характером. Она, несмотря на то, что она вот как женщина, да, она очень классная, она человечная, да, вот не буду я снова повторять эти все ее регалии, все ее черты характера, но тем не менее такой, ну, какой-то стальной стержень вот у нее присутствует. Вот она будет всегда доказывать и свою правоту, она будет доказывать точку зрения, да, ну, то есть вы передами будете с ней спорить.
Я не говорю, что это будут какие-то глобальные конфликты. Нет, конечно же. Это будут, ну, больше споры. Хотя эти споры вас будут порой расстраивать. Потому что, ну, вам, как любому мужчине, захочется быть на высоте, чтобы ваше слово было последнее, да, чтобы вот я сказал, мужик сделал, да. А здесь женщина тоже такая себе на уме. Ну, себе на уме не в том смысле, вот как вы там о бывшей, может быть, думаете. Это немножко другая. Это другая в том плане, что вот именно характер, такой сильный характер в ней присутствует. Далее, она очень хозяйственная. Если у кого из вас есть, допустим, там частный дом, может быть, домик в деревне в таком плане, то есть она, ну, как-то без зазрения совести, она спокойно может вам помочь и в саду, и в огороде, то есть по хозяйству там, но она не белоручка абсолютно. Вот она работы не боится, поэтому можете не переживать. Знаете, как некоторые мужчины часто переживают, что у них там такое большое хозяйство, огороды, там стадо гусей, уток и так далее. И никакая женщина не пойдет на такое хозяйство, да. Но вот здесь, вот в этом моменте я как раз могу смело вас заверить, что эта женщина не боится абсолютно работы. Она очень домашняя, она гостеприимная, она, ну да, она упертая, конечно, как я сказала, вот она будет свою правоту доказывать. Она довольно активная такая любовница в этом плане тоже. Она вам, конечно, немножко кишки помотает, потому что женщина, которая очень активная, которая, ну, та еще хочуха, да, которая готова всегда и везде, она, конечно, может дать прикурить и немножко поднапрягает в этом плане. Вспомнила шутку по этому поводу, да, что мужчина боится уже, ну, это интимные, да, вот эти все дела, что муж говорит, у всех жены как жена, у этой никогда голова не болит, да, вот на перекур некогда сходить, ей постоянно хочется. Вот из этой категории эта дамочка. Ну, такая она зажигалка, в принципе, но зажигалка, она может стать и, знаете, вот если ее затронуть, если ее разозлить, особенно если касательно ее близких, она, конечно, порвет любого. Вот она в тигрицу просто превратится и станет на защиту. Далее, что еще? Она может быть связана, смотрите, либо же профессия, либо это хобби ее какое-то, связано с творчеством, да, причем связано как-то, вот знаете, даже это может быть, она закончила то ли музыкальную школу, да, кто-то консерваторию, может быть, закончил, а может быть и не до конца закончил. Но тем не менее, навыки вот игры на каком-то музыкальном инструменте она тоже может иметь, и порой на досуге она может вас там развлекать какими-то этюдами, да, вот игры там на пианино, на скрипке. Хотя скрипка, конечно, это трэш. Я сама с детства, боже, как вспомню, меня хотели на скрипку отдать, я, наверное, 1 год подучилась, потом этот писк скрипки я больше не выдержала, я забросила и убежала оттуда. Поэтому как-то вот скрипку я недолюбливаю. Далее, смотрите, женщина, которая такой тоже, она, в принципе, позитивный позитивчик, но с такими периодическими искорками, с коготками. Что у вас не может быть? Давайте. То, что отношения, да, могут стопроцентные быть. Смотрите, я вот боюсь, конечно, вас, кого-то огорчить, кого-то обрадовать, но я боюсь, что она станет вашей реально следующей женой. У кого-то это 2-я, 3-я, 5-я, 10-я. Вот она станет хозяйкой вашего дома, и причем, несмотря на ваши периодические такие трения, на какие-то, может быть, споры такие, вот вам будет хорошо и комфортно вдвоем, да? Естественно, здесь и чувства, я уже, это само собой разумеющееся, я даже не проговариваю это. Вот эта карта, она очень хорошо дает, ну такой вот резюмирует, да, вот дает ответ на то, что у вас будет. Даже четвероногий друг будет лежать рядом с вами, да, котики, собачки и все эти.
Это дама, которая, ну, станет очень близка вам и душевно, и станет надежной поддержкой вообще и в тяжелые моменты, и в какие-то, знаете, вот периоды, когда опускаются руки, потому что у мужчин тоже бывают и плохое самочувствие, и проблемы, у кого-то вообще банкротство бывает. Вот с этой женщиной вы можете идти рука об руку очень смело, конечно же, сквозь периодические такие терки, небольшие ссоры, но тем не менее вы можете долго и счастливо с ней прожить до глубокой старости. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!